Всем привет! Сегодня разберемся, что ожидать игрокам, играющих за воина в Burning Crusade, и как будут востребованы те или иные билды этого по-прежнему интересного класса. БК внесет значительные коррективы в состав рейда. Количество игроков сократится до 25, и рейд-лидеры уже будут более тщательно подбирать классы и спеки. Я в последнее время наблюдаю различные мемы, шуточки о том, что вар будет слабым, ненужным, и вообще большинство игроков планируют рероллинуться на другие классы, которые, по их мнению, будут более полезны в рейдах. Но насколько все грустно для вара на самом деле? Давайте разбираться. Итак, давайте начнем с воина со специализацией оружия. То, что в рейде будет необходим армс воин, это неоспоримый факт. Благодаря своему дебафу Blood Frenzy, увеличивающему физ-урон на 4%. Учитывая, что половина рейда дамажит физом, этот дебаф будет важным аргументом попадания армса в рейд. Кроме всего прочего, армс сам по себе наносит большое количество урона в статичных боях, когда не требуется много беготни, и вполне может поконкурировать с энхами и фералами. А благодаря размашистым ударам, вихрю и кливыми двуручкой еще и неплохо себя чувствовать на трэше. Ну и также армса при необходимости могут назначить на танкование адов. Большинство ПВЕ статиков также будут стремиться держать в своем составе и прот воина, в купе с фералом и протпалом, чтобы максимально использовать их потенциал на различных боссах, когда конкретный танк благодаря своим особенностям лучше справляется в данной ситуации. Прот вар по-прежнему как никто другой хорошо справляется с танкованием боссов и соло-таргетов, благодаря своему обилию сейвов и наличию шилд-блока, который со старта уже сможет противостоять мощным крашам от боссов. Его генерация агро значительно выросла благодаря новому скиллу в прответке разрушения, а также охотники будут дополнительно помогать танку набирать угрозу благодаря своей способности перенаправления. Воины-танки будут оставаться незаменимыми на протяжении всего дополнения. Только они смогут одеть легендарный щит на Кильтасе, и только воин сможет избежать рассечения Илидана. Также только у воинов будет возможность одеть Frost Resist Set на Гидросе. Как вы понимаете, фури-проты в Burning Crusade будут уже не актуальны, как в ваниле. Ну, скорее место фури-протов заменит ферал-друиды в более поздних фазах, но об этом поговорим как-нибудь в другой раз. Ну а вот с фури-варом немного сложнее. Сложнее, не хуже, просьба не путать эти понятия. Многие ошибочно полагают, что фурики будут слабые и уступать другим ДД-классам. Ничего подобного. Воин ярости по-прежнему способен давать много урона и имеет мощный потенциал. Уже со старта дополнения они имеют топовое оружие, доступное мастерам кузнечного дела. Ну, это, пожалуй, все, чем они могут похвастаться. Никаких полезных бафов для рейда он не дает, так же, как и не дает никаких полезных дебафов на таргете, как, например, армс воин. Да, фури вар силен, но он уже не будет так силен, как в ваниле, и уже не будет иметь смысла стакать большое количество воинов для создания высокого проходного ДПС. А из-за того, что он является мили ДПС классом, которых в составе рейда ограниченное количество, популярность фурика значительно падает по сравнению с ванилой. Большинство рейдов в условиях ограниченного количества 25 игроков будет стремиться к групповой синергии, когда один класс усиляет другие классы. И после набора хилов, танков, необходимых классов, дающих полезные бафы и дебафы, остается не так уж много мест под чистые ДД-классы, в том числе и под фури воина. А учитывая, сколько воинов придет с классики, где это был максимально популярный класс, конкуренция обещает быть высокой. Фури вар, как я уже говорил, не дает никаких бафов и дебафов и тем самым не является обязательным классом в составе. Кроме того, у него есть существенный недостаток, то что он милик и постоянно находится в опасной близости от босса и вынужден больше остальных беспокоиться о своей выживаемости, прилагая максимум усилий по сравнению с рейндж ДПС классами. Но это не значит, что в каких-то моментах он не будет блистать на фоне остальных. Возможно, будет обходить в рекаунтах других дамагеров, где-то на трэше, благодаря кливам, вихрям, но все равно такие классы, как Охотник или Варлок, смогут дать более высокий, стабильный и, главное, безопасный урон в целом. Что еще интересного изменится для воина по сравнению с классикой? Профессии. Крафт уже будет важнейшим аспектом усиления вашего персонажа. Если мы вернемся к классическим профам, то можем отметить, что иметь обязательно какой-то проф, не так важно было для воина. За исключением инжи, пожалуй, единственное, что требовалось для ПВП и в каких-то серьезных статиков для ПВЕ. Все остальные профы шли по желанию. Почти все, что вам могло понадобиться из крафта, можно было свободно купить у других игроков. Поэтому профы в основном выбирали ради дохода. В БК профессии очень сильно бустят воина, в частности кузнечное дело.
Первое, что следует сделать Армс воину, настроенному на ПВЕ, это скрафтить клинок львиного сердца. У меня прям проскакивают флешбеки из классики. Опять львиное сердце. В ваниле все вары со старта копили на шапку львиного сердца, в БК опять тот же самый бренд. До открытия крепости Бурь для воина не будет более топового оружия, чем этот меч. Потом, возможно, получится залутать клинок Феникса Скеля, но это будет не скоро, да и не факт, что с таким небольшим шансом дропа его так просто удастся получить. Некоторые воины, возможно, захотят пойти в мейс специализацию, сделать себе молоток. Ну, это насколько вы расставите себе приоритеты. Если PvP и арены, то да, мейса с ее волшебным проком на стан топ. Если PvE, то в каких-то статиках на вас будут косо поглядывать, ну это покажет ваш несерьезный подход к рейдам и возможно будет аргументом для замены на другого воина, в которых нехватка не будет присутствовать. В моей специализации нужна будет не только PvP ориентированным воинам, но и фурикам, чтобы сделать драконьи молотки. Mace Drag Fist будет лучшим оружием вплоть до открытия контента Т6, благодаря возможности его постоянно с каждой фазой улучшать. Страдая от отсутствия полезных бафов, как это было в классике, проки хосты с этих молотков заметно прибавят урона в PvE рейдах. И да, в патче 2.4.3 их сделали непривязанным к одной руке, поэтому можно будет скрафтить 2 штуки сразу. Обратите внимание, как круто повернулись приоритеты для вара по сравнению с классикой. Никому не нужный Армс воин вдруг стал обязательным в составе, а внезапно заигравшие другие классы и спеки начали вытеснять фурика из состава. И чтобы занять себе место под солнцем, ему постоянно нужно будет доказывать свою пригодность и не расслабляться ни на секунду. Для танка ничего прям такого полезного в крафте не замечено. Разве что можно сделать в инженерии 2 танковских трини, чтобы на старте заметно бустануть себя по хп. Кроме того, эти тринкеты довольно неплохо будут помогать при танковании. Можно ли будет при желании поменять специализацию в БС? Да, можно, это будет стоить какую-то сумму, если вы решите сменить свои приоритеты, это будет реально. В отличие от смены расы. Настоятельно рекомендую серьезно отнестись к выбору расы для вара, чтобы потом не разочароваться в каких-то аспектах. Для помощи в выборе я подготовил вам подробный материал по расам для воина, который вы можете посмотреть по ссылке. А также настоятельно рекомендую подписаться на канал, чтобы не пропустить полезную инфу по воину, да и не только по нему. В Burning Crusade много всего интересного, о чем, возможно, вы хотели бы узнать. До следующего раза, удачи!